Привет! Ко мне тут попал в руки довольно интересный аппарат. Это смартфон C32 от компании Oukitel. По большей части производитель зарекомендовал себя в нише защищенных устройств, телефонов и планшетов. Но конкретно данная трубка представляет из себя обычный смартфон, без какой-либо защиты. В комплекте имеется кабель для зарядки, простенький блочок на 10 Вт с евровилкой и добротный силиконовый прозрачный чехол с усиленными углами. Заводская защитная пленка на экране также присутствует, так что на первое время должно ее хватить. На данный момент телефон стоит в районе $100, и как подобает любому бюджетному смартфону, говорить о премиальных материалах здесь не приходится. Корпус выполнен из пластика, ровно как и сама рамка, однако непосредственно сборка меня лично порадовала. Кнопки не люфтят и нажимаются мягко, никаких неприятных стыков по корпусу я не обнаружил. Признаюсь честно, при таком-то ценнике я почему-то ожидал худшего. Даже в некогда втором моем смартфоне Realme Narza 30 при весьма годной сборке кнопки пошатывались, а здесь по этой части прям очень хорошо. Сам смартфон внешне не выглядит дешево, хотя и особо ярким его не назовешь. Блок основных камер выпирает на пару миллиметров в сравнении с общей толщиной устройства, а вырез под фронталку каплевидный, что в свою очередь прямо намекает нам на бюджетный сегмент. Также данное утверждение подчеркивает и классический черный подбородок в нижней части экрана. На правом боку устройства расположили качель регулировки громкости и кнопку Power, которую заботливо оснастили сканером отпечатка пальцев. Последний, к слову, отрабатывает молниеносно, что также очень порадовало. Правая грань оснащена дополнительной механической кнопкой, которая отвечает за вызов последнего открытого приложения. Если таковых открыто несколько, то с помощью нее можно переключаться между последними двумя. С подобной клавишей я встречаюсь впервые, на других моих аппаратах такой кнопки не было. Но надо признать, это весьма удобно, особенно когда начинаешь часто этим пользоваться. Данный аппарат у меня в использовании уже более 3 недель и работает в качестве второго вспомогательного смартфона, так что с эргономикой по клавишам я более-менее освоился. Помимо этой дополнительной кнопки, чуть выше в этой же грани разместили гибридный слот для сим-карт и карт памяти. Лоток здесь не прорезинен, так что защита от влаги даже минимальный смартфон похвастать не может. В нижнем торце сосредоточены основные отверстия. Здесь поместили разъем для зарядки, вырезы под динамик и микрофон, а также мини-джек 3,5 мм для подключения наушников или гарнитуры. Разумеется, звук здесь не стерео, да и сам динамик не шибко громкий на максималках. Однако данному смартфону можно простить многое, учитывая стоимость в плюс-минус $100. Да, перед нами не флагман и отнюдь не камерафон. Я выдал подобным устройствам отдельную категорию – рабочий аппарат для звонков и выхода в интернет. Начинка здесь далека от идеальной, однако на кое-что все же она способна. По железным компонентам набор тут следующий. Мозгом выступает 8-ядерный процессор Unisoc Tiger T606 с 6 ядрами Cortex A55 и 2 A75. Графику обеспечивает одноядерный ускоритель Mali G57. Объем встроенной оперативной памяти составляет аж 8 гигабайт, ну а внутренней постоянной 128. И напоминаю, что постоянку можно расширить посредством microSD карточки. Поддерживается объем до 1 терабайта. За отображение всей информации отвечает IPS-дисплей диагональю 6,52 дюйма с довольно посредственным разрешением HD+, 1600 на 720 точек, плотность пикселей 269 dpi. Частота обновления экрана в 60 Гц также не является лучшим решением, однако от бюджетного сегмента ожидать чего-то лучшего явно не стоит. Тем не менее, несмотря на все недостатки, интерфейс работает шустро и без видимых подлагиваний, по крайней мере на этапе моего 3-недельного тестирования. Возможно, после полной загрузки памяти приложениями и мультимедиа процессор начнет себя проявлять иначе, но пока ведет себя вполне стабильно. Стресс-тесты проходят без проблем, а в бенчмарках ожидаемо не лучший набор по количеству попугаев. Но я еще раз напомню, что перед нами супербюджетный смартфон, а не флагман или какой-то середняк. Что же касается игровых возможностей, то по данной части нагружать устройство я сильно не стал. PUBG Mobile он потянул, и слава богу, пострелять, побегать партийку-другую он позволяет. Да, не на ультра настройках, а скорее на минималках, но это было ожидаемо. К слову сказать, после часа игры в чехле аппарат греется не сильно. Сам смартфон работает на базе Android 12 версии, однако оболочка немного непривычная. После использования Realme, Xiaomi и OnePlus здесь уже как-то скучновато и не так много интересного. По основным параметрам и элементам сходства, конечно же, есть, но без каких-либо дополнительных плюшек. Лично мне это больше напомнило чистый Android, нежели что-то привычное китайское. Для кого-то такой подход будет даже удобнее, ведь ничего лишнего из коробки в смартфоне
смартфоне нет. Все приложения нужно устанавливать самостоятельно. Play Market на месте и основные Google сервисы тоже. Меню практически полностью переведено на русский язык, но в некоторых пунктах, если залезть поглубже, английский все же остался. В целом к работе OS у меня претензий нет, все работает без каких-либо серьезных проблем. Немного непривычно спустя время смотрится 60-герцовая развертка, а так все же наличие 8 гигов оперативы, пусть и не самой быстрой, но позволяет телефону работать плавно. Особенно если сравнивать это дело с тем же Realme Narza 30, у которого 4 гигов оперативки явно не хватало. И пускай Alcatel имеет отнюдь не самый производительный процессор, но АЗУ здесь поставили полноценную, а не виртуально расширяемую, что лично я считаю огромным плюсом. По вопросу навигации здесь все стандартно. Она включает в себя GPS, GLONASS, Galileo и Beidou. А вот беспроводная связь обеспечивается не самым новым интерфейсом Bluetooth версии 5.0. За питание смартфона отвечает встроенный аккумуляторный блок на 5150 мАч, полного заряда которого при имеющихся характеристиках хватает надолго. А вот быстрой зарядкой модель не наградили, и этот процесс занимает довольно продолжительное время. С 0 до 100% мой телефон заряжался порядка 1,5 часов, и дело тут не в комплектном адаптере. Я пробовал разные, просто сама функция как таковая здесь отсутствует. Ну и напоследок несколько слов о камерах. Как я уже отметил ранее, да и не один раз, данный смартфон это ультрабюджетное решение со всеми вытекающими, и камеры здесь исключением не стали. Основная на 20 мегапикселей имеет сенсор Sony IMX376 диафрагмой f1.8, а вот фронталка представлена 5-мегапиксельным модулем с диафрагмой f2.2. Если говорить в целом, то в хорошую погоду поснимать на них вполне можно, ровно как и на любые другие бюджетные камеры. Однако больших надежд лучше не возлагать. Если использовать данный смарт в качестве рабочей лошадки вторым или же каким-то офисным вариантом, то таких камер вполне хватит. Но снимать на данный смартфон необходимо в условиях очень хорошей освещенности. В лоу-лайте картинка получается очень шумная и мыльная. Лично я, как и в случае с играми, не стал сильно грузить телефон, потому как смысла в этом никакого не вижу. Очевидно, что такие камеры просто не вывезут снимать в кромешной тьме. Для тестирования этих камер я выбрал усредненные условия, при которых будет что показать. Сейчас разгар зимы, темнеет очень рано, и уже после полудня естественный свет потихоньку гаснет. И вот именно в это самое время, примерно около 3 по полудню, я и выполнял свое тестирование. Сейчас я включу примеры фото и видео, которые отснял, а на данном этапе сам обзор я, пожалуй, буду завершать. Ну и подводя некий итог по данной модели, могу сказать, что в целом, учитывая стоимость устройства, купить себе такой аппарат на роль второго вполне возможно. Ну или, к примеру, взять его ребенку, как первый пробный смартфон. В любом случае, памяти здесь вполне хватает, даже поиграть во что-то удастся, да и внешне он выглядит вполне себе хорошо. Ну и на этой прекрасной ноте я благодарю, что посмотрели данный обзор. Скоро снова увидимся. Ну а я с вами не прощаюсь, а включаю тесты работы камер. Итак, проверяем стоковую камеру на предмет видеосъемки. Не буду я делать в кромешной темноте, собственно, съемку, потому что здесь камеры заявлены не такие уж классные, чтобы здесь их сильно так нагружать. То есть сейчас день, уже темнеет потихонечку, но примерно вот такая вот съемка получается. Я сейчас в парке нахожусь, собственно, вот уже такие огонечки горят, хотя, ну, пока на небе еще не так темно. Тем не менее, также можно оценить работу, собственно, встроенного микрофона, как он отрабатывает, как он записывает мой голос. Разумеется, никакой стабилизации здесь нет. Иду специально медленно, чтобы хотя бы более-менее поймать нормальную картинку, но, тем не менее, вот здесь, конечно, все-таки телефон не про камеры, это бюджетный телефон, там, стоимостью до $100, там, в районе $100 плюс-минус он будет стоить, соответственно, ну, как бы, что можно было ожидать от камер вот такого уровня телефона. Это тупо рабочая такая звонилка. Фокус здесь, конечно, печальный. Даже вижу сейчас по картинке. Я вот иду, немножко у меня тряска происходит в руках. Ну и, собственно, вот так. Вот сейчас наведем на свет. То есть, если я вот с двух рук снимаю, то вот таким вот образом это происходит. Вот. Так, ну и давайте проверим, как отрабатывает здесь автофокус. Вот у меня сейчас в фокусе вот эти вертолеты, аттракцион. И рядом дерево. Я навожу на дерево, дерево фокусируется. Все, дерево он поймал. Снова на вертолеты, вертолеты он поймал, снова дерево. И дерево он тоже ловит. Конечно, не быстро, но тем не менее автофокус все-таки здесь присутствует. Какой-никакой. Может быть, он, конечно, не совсем лучший, но и цена телефона, собственно,
не такая уж высокая. Так, друзья, но это уже фронтальная камера, здесь стабилизация отсутствует, собственно, напрочь. Тем не менее, если остановиться, то более-менее, картинка будет нормальной. Но, тем не менее, показать, как работает здесь фронталка именно на ходу я хотел, потому что, многие захотят, допустим, увидеть даже такую картинку. Понятное дело, что лучше с этой камерой, с этим смартфоном на фронталку не снимать на ходу, либо какой-то стабилизатор брать, но тем не менее, как-то так отрабатывает здесь, собственно, фронтальная камера, если идти и нести этот смартфон.